Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня готовлю, наверное, самый удивительный в мире завтрак. Мне понадобится всего один главный ингредиент и 5 минут времени. Что у меня получилось, смотрите сами. Беру 4 яйца. Аккуратно отделяю белки от желтков в разные миски. Я буду взбивать белки в пышную пену. И чтобы белки хорошо взбились, миска, в которой я отделяю белки, должна быть сухой и чистой, без следов жира, так как жир затрудняет взбивание. А также желтки нужно отделить очень аккуратно, чтобы ни капли желтка не попало в белок, так как желтки, не поверите, друзья, это тоже жиры. Готово. Желтки солю по вкусу и перемешиваю. К желткам можно добавить ложку молока или сливок для большей нежности. Отставляю в сторону. К белкам добавляю щепотку соли по вкусу и взбиваю на средней скорости миксера до пышной устойчивой пены. Для этого омлета главное хорошо взбить белки, тогда омлет получится невероятно пышным. Сковороду нагреваю и смазываю маслом. Можно растительным, но со сливочным или топленым маслом вкус омлета будет более нежным и сливочным. Выливаю желтки и равномерно распределяю по дну сковороды. Сразу выкладываю взбитые белки и готовлю на слабом огне под крышкой примерно 5-7 минут. Обратите внимание на несколько секретов, если хотите, чтобы пышный и красивый омлет получился у вас с первого раза. Первый секрет в том, что нагрев должен быть действительно минимальным. Второй секрет – не удивляйтесь, но это очень важно. Нужно правильно рассчитать количество яиц на размер вашей сковороды. Я беру 4 яйца на сковороду диаметром 24 см. И в-третьих, как можно проверить готовность омлета? Для этого просто потрогайте пальцем омлет сверху, и если белки не липнут к пальцам, омлет уже готов и можно подавать. За многие годы я перепробовала, наверное, уже все известные блюда, и в поисках чего-то новенького наткнулась на это чудо. И просто открыла рот от удивления. Сначала, когда увидела фотографии этого омлета, а потом, когда узнала его цену. Цена за 100 грамм такого чудо-завтрака в одном известном ресторане во Франции колеблется в пределах 25 евро. Представляете? Было бы за что, подумала я. И когда я узнала, что для приготовления самого пышного в мире омлета пуляр нужен всего один ингредиент, который всегда есть на моей кухне, я решительно отбросила все сомнения и бросилась к плите, чтобы попробовать, получится ли у меня это чудо в домашних условиях. Результат перед вами, друзья. А теперь скажу пару слов о том, как сделать омлет максимально вкусным. И расскажу еще один более простой вариант приготовления этого знаменитого омлета. Чтобы омлет получился еще более вкусным, вы можете посыпать желтковый слой тертым сыром, а можно дать волю фантазии и добавить в омлет ветчину, отварную курицу, колбасу, креветки, брокколи отварную и так далее. А во взбитые белки можете добавить щепотку сушеных трав или сушеного чеснока для аромата. А для детей можно приготовить сладкий омлет. В этом случае просто взбейте белки с парой ложек сахара и получится настоящий десерт. Дети съедят с удовольствием. И попробуйте еще вот такой не менее интересный, но более простой вариант. Не разделяйте яйца для омлета на белки и желтки, а просто хорошо взбейте целые яйца миксером в течение примерно 4-5 минут. В сковороде растопите масло, налейте часть взбитых яиц, чтобы покрыть дно сковороды. Подержите полминуты на огне и дайте омлету схватиться. Это нужно для того, чтобы у омлета появилась красивая золотистая корочка. Затем сверху вылейте оставшиеся взбитые яйца. И также доведите на слабом огне под крышкой до готовности. Или поставьте омлет в духовку на 200 градусов примерно на 3-4 минуты. Когда будете подавать омлет, сложите его пополам. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь рецептом с друзьями. А также подпишитесь на канал «Готовим дома». У меня для вас еще много вкусного и полезного. Если вам понравилось видео, друзья, не забудьте поставить лайк. А если по какой-то причине не понравилось, тогда напишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Всех люблю, обнимаю и скоро увидимся!